Итак, мы переходим к 20 ряду. В 20 ряду у нас 3 петли подъема, и мы видим, что уже столбики соединяются вверху, вот эти крайние. То есть идем на убавление. Вот здесь у нас 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Мы вместо 3 будем вывязывать только одну. Здесь у нас будет одна воздушная петля. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 воздушных петель. Мы будем вывязывать только 5. Итак, у нас 3 воздушные петли подъема. Набираем 1, 2, 3. Затем мы должны во второй столбик связать незаконченный столбик и соединить с петлями подъема. Затем у нас идет 1, 2. А вот эти крайние 2 столбика, вот этот и этот, мы должны объединить. То есть вывязываем незаконченный столбик 1, в следующий столбик вывязываем второй, и все петли провязываем. Это мы закончили вот эту часть. Теперь мы вывязываем одну воздушную петлю. И далее у нас идет элемент из пышных столбиков. Причем они не законченные. И, что интересно, они с 2 накидами. Вот 2 черточки. Делаем 2 накида. В пышный столбик предыдущего ряда вывязываем незаконченный столбик с 2 накидами. Еще 2 накида. Вывязываем второй незаконченный столбик с 2 накидами. Еще 2 накида. И сюда же 3. Теперь все петли провязываем. И как мы договорились, что вместо 7 вяжем только 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем 2 накида. В эту же точку вывязываем 1 незаконченный столбик с 2 накидами. Сюда же вывязываем второй. И сюда же вывязываем 3. Теперь все петли провязываем и вывязываем одну воздушную петлю вместо 3. Одна воздушная петля. Затем у нас идет убавление столбиков. Значит, накид. В первый столбик вяжем незаконченный столбик с 1 накидом. Во второй столбик вяжем тоже незаконченный столбик с 1 накидом. Теперь петли провязываем. Затем вывязываем 2 столбика. 1. Следующий вяжем второй. А крайний объединяем. 1 незаконченный. Следующий вяжем второй незаконченный столбик.
Теперь все петли провязываем вместе. Теперь у нас пойдет опять одна воздушная петля. И точно такой же элемент, только над столбиком без накида. Причем тоже с двумя накидами они. Вот 2 накида. Значит, вывязываем сюда один незаконченный столбик с 2 накидами. Сюда же второй вывязываем. Сюда же вывязываем 3. Все петли провязываем вместе. Затем вывязываем вместо 7 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И сюда же в эту точку вывязываем еще один пышный столбик. 1. Сюда же второй. И сюда же 3. Теперь все петли провязываем. И опять у нас пойдет одна воздушная петля. И 2 крайних столбика мы объединяем. То есть первый не довязали, второй не довязали. Теперь все петли провязываем вместе. Дальше у нас идут один столбик над столбиком предыдущего ряда. Второй столбик тоже над столбиком предыдущего ряда. А 2 крайних объединяем. Вот один не довязали. И второй не довязываем. Теперь все петли провязываем вместе. Одна воздушная петля. И над этим пучком, вот над этим, опять вывязываем пышные столбики. И между ними вывязываем только 5 воздушных петель. И так мы вяжем 20 ряд до конца. И заканчиваем мы 20 ряд. Вот у нас 2 пышных столбика. Вот они связаны. Одна воздушная петля. И вот здесь мы 2 столбика объединяли. Вот сюда вводим крючок и соединяем. И мы закончили 20 ряд. И переходим к 21 ряду. Вот здесь у нас будет 1 петля. Вот здесь у нас их 3. Мы будем вязать 1. Здесь у нас 5 воздушных петель. Мы будем вязать 3. Здесь у нас, значит, тоже 3. 3. Здесь 1. Здесь 1. Провязываем 3 воздушные петли подъема. Следующий столбик с этими воздушными петлями мы объединяем.
Затем у нас идет один столбик. Мы в него вяжем незаконченный столбик. И вот здесь два были объединены. Тоже сюда вывязываем незаконченный столбик. Теперь провязываем все петли. Затем у нас одна воздушная петля. И далее в арку из 3 воздушных петель предыдущего ряда вывязываем 4 пышных столбика с 2 накидами. Вот в эту арочку вывязываем незаконченные столбики. 1, сюда же 2, сюда же 3. Теперь все петли провязываем. И как мы договорились, между ними мы будем вязать по 3 воздушных петли. Вот по 3 петли будем вязать. 1, 2, 3. Еще один пышный столбик. 1 незаконченный, 2 незаконченный, 3 сюда же. Теперь все петли провязываем. Опять 3 воздушные петли. Сюда же еще один пышный столбик. 1, 2, 3. Теперь все петли провязываем и опять вывязываем 3 воздушные петли. И вяжем сюда же 4 пышный столбик. 1 незаконченный, 2 незаконченный столбик с 2 накидами и 3 незаконченный столбик с 2 накидами. Все петли провязываем. Вывязываем 1 воздушную петлю и объединяем. Значит, вот здесь у нас 2 было столбика связаны вместе. Значит, мы сюда вяжем только 1. Причем он будет незаконченный. Вот в следующую еще 1. Теперь мы петли провязываем. В следующий столбик вяжем только 1 незаконченный столбик. И вот здесь мы объединили 2 столбика. Мы сюда должны связать тоже 1 незаконченный столбик с 1 накидом. Вот теперь все петли провязываем. Опять 1 воздушная петля. И опять в эту арочку вывязываем 4 пышных столбика, между которыми только по 3 воздушных петли. Итак, вяжем до конца круга. Причем смотрите внимательно, как только вы арку провяжете, пересчитайте количество пышных столбиков, потому что если вы ошибетесь, у вас рисунок собьется и придется перевязывать. Вот закончила я последний элемент вот этот. Вывязываем 1 воздушную петлю и соединяем. Вот здесь у нас были петли подъема. Вот сюда соединяем петли подъема и столбик. Так, закончили мы 21 ряд. И переходим к 22-му. В 22-м ряду
1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. Мы будем здесь делать только 4. Вот эти 5 воздушных петель будем делать 4. Затем здесь у нас идут 1, 2, 3. Мы будем вязать только 2. Значит, вместо 3 будем вязать 2. Так, значит, здесь у нас тоже будет 4, 4, здесь 2, здесь 2. Значит, вывязываем мы 3 воздушные петли подъема, вот эти. 1, 2, 3. И должны объединить. То есть мы здесь уже соединили. Теперь вяжем следующим образом. 4 воздушные петли, это у нас будет арка. 1, 2, 3, 4. И в первую же арочку вывязываем столбик без накида. Кстати, что еще хочу сказать. Обязательно пересчитайте вот эти элементы, чтобы их везде было по 4, иначе у вас дальше рисунок собьется. То есть 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Так по всему кругу пересчитайте. Затем вывязываем 2 воздушные петли. 1, 2. Следующую арку, центральную, вывязываем пышный столбик из незаконченных столбиков с 2 накидами. Делаем 2 накида. И вот сюда в центр вывязываем 1 незаконченный столбик, 2 незаконченный столбик, и 3 незаконченный столбик. Теперь все петли провязываем вместе. Затем вывязываем 2 воздушные петли. 1, 2. И далее у нас идет пико. Пико мы можем вязать из 3, из 4, из 5 воздушных петель. Вот в данном случае я буду вязать из 3 воздушных петель. Значит, мы набираем, вот 2 воздушные мы уже набрали, теперь набираем 3. 1, 2, 3. И в 4 по счету петлю 1, 2, 3, 4 вводим крючок, вытаскиваем петлю и протягиваем ее же через петлю на крючке. Затем вывязываем 2 воздушные петли. 1, 2. И сюда же в арку, в эту же, вяжем 2 пышный столбик. Вот сюда же в арку. 1 незаконченный столбик с 2 накидами. 2 незаконченный столбик. И 3. Теперь все петли провязываем. Вывязываем только 2 воздушные петли. 1, 2. И дальше у нас в арочку в следующую идет
столбик без накида. Вот эта арка. И вывязываем сюда столбик без накида. Затем 4 воздушные петли. Вот они у нас 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И здесь у нас были соединения. Вывязываем в одно соединение незаконченный столбик с одним накидом. И во второе соединение столбик с одним накидом. Теперь все петли провязываем и вывязываем опять 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Вот они у нас пошли. В первую арочку вывязываем столбик без накида. Затем у нас идут 2 воздушные петли, только вот 2. 1, 2. И в среднюю арку вяжем пышные столбики в количестве 2 штук. Вот сейчас мы один вывяжем. Так, один незаконченный. Второй. Третий. Все петли провязываем. Провязываем 2 воздушные петли и вывязываем пико. 1, 2, 3. В четвертую петлю вводим крючок. 1, 2, 3, 4. В четвертую. И ее протягиваем через петлю на крючке. Опять 2 воздушные петли. 1, 2. И вывязываем сюда же пышный столбик из незаконченных столбиков с 2 накидами. Вот 1, 2, 3. Провязываем все петли. Потом пико будет видно. Это сейчас его не видно. Опять вывязываем 2 воздушные петли. 1, 2. В арочку вывязываем столбик без накида. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И в соединении вывязываем 1 незаконченный столбик. И сюда еще 1. Их провязываем вместе. Опять 4 воздушные петли. 2, 3, 4. Опять вывязываем в арку столбик без накида. Опять вывязываем 2 воздушные петли. И в центр вывязываем опять вот эту часть узора. И так мы должны вязать до конца круга. Итак, заканчиваем мы последний 22 ряд. Здесь у нас, как мы договорились, 2 воздушные петли. Столбик без накида в арку. Вот он у меня есть уже. Опять 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И должны соединить с вершиной вот этого элемента. То есть у нас тут было 2 столбика соединено. Вот сюда вершину мы соединительной петлей
соединяем и заканчиваем. Обрезаем нить и затягиваем. Значит, это у нас лицевая сторона. Мы должны вазу вывернуть вот так и хвостик спрятать внутрь. Теперь мы берем клей Момент водостойкий и прозрачный он. Поскольку вискоза, она очень такая капризная, окунаем хвостик в клей. И приклеиваем. И на левой стороне приклеиваем. И начальную нитку тоже точно так же обрезаем. И приклеиваем. После того, как наше изделие закончено, берем желатин. Вот я взяла пищевой желатин. Я разведу 3 пачки, чтобы база была более устойчивая. И желатиним наше вязаное изделие и растягиваем на какой-нибудь форме. Либо на миске с пологими краями, либо на банке 3-литровой. Теперь опускаем эту салфетку в желатин. А заодно можно и нитки на желатине для тычинок, для цветов. Вот мы их сейчас тоже на желатинем. Потом нарежем. И в следующем видеоролике покажу, как делать тычинки. Вот эта нить более плотная, у меня толстая. А это потоньше. Так, теперь салфетку будем растягивать на форму. Вот я взяла миску. Отжимаем салфетку и правой стороной укладываем сверху. Так, а чтобы у нее была форма законченная, мы поступим следующим образом. Вот я надела салфетку на миску, придала форму, а чтобы она растянулась, мы находим вот эти пико и на них вешаем прищепки.
Вот. Если картинка оттягивается плохо, значит усильте на прищепку, пристегните еще одну прищепку, и тогда будет оттягиваться лучше картинка. Вот. И так на каждый зубчик вот. И вешаем по кругу. Ну вот и закончили мы с вами вязать вот такую вазу из вискозы. Ушло у меня сюда вот 2 мотка у меня. Один полный, а это почти половина. То есть ушло сюда 50 грамм ниток. И длина где-то примерно 235 метров, 240. А эта ваза связана первой из обычного ириса. Тоже ушло сюда где-то 4 мотка, 4 или 5 мотков ириса. Вот я их нажелатинила. И как видите, они разного размера. Хлопчатобумажная вытянулась, а вискоза практически нет. Но это, я не знаю, как другая вискоза, другого производителя вискоза тянется или нет. А это итальянская. Итальянская, она вот совсем не вытянулась. Ну, вот такой можно подарок сделать кому-нибудь. Связать и подарить. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.